Всем огромный привет, друзья! Рада приветствовать вас на своем канале Людмила Калитва. Спасибо вам за то, что смотрите мои видео, подписывайтесь, ставите лайки и, конечно же, не забывайте писать свои комментарии. А мне, друзья, очень много людей, моих подписчиков, написали и в личное сообщение, и в комментариях под видео по поводу недержания мочи. И вот одна моя подписчица, она несколько лет жила в Японии, и она мне написала, что я хочу поделиться с вами японскими техниками недержания мочи. Видите, во всем мире, какой мир огромный, да, и везде женщины страдают этим недугом. Я думала раньше, знаете, вот много абортов, кто делает, у того недержание, у кого много родов. Оказалось, что причин для недержания мочи их очень-очень много. И, конечно же, с этим не надо мириться. Как вот мне одна моя знакомая говорила: ой, это уже возраст, и в возрасте бывает у всех. Не у всех это бывает. Вот. С этим не надо мириться. Я говорю, с этим нужно бороться. Поэтому, конечно же, если мы сделаем это несколько раз, нам это ничего не поможет и ничего не даст. Понятное дело, что это огромный труд, огромная борьба за свое здоровье. И это очень, конечно же, неприятно, когда ты чихнул, капнул, закашлялся, капнул, да, что-то поднял тяжелое, произошло подтекание. Это страшно, неприятно, и получается, что женщины начинают постоянно ходить с прокладками. Это очень простые японские техники, которые помогают восстановить контроль над мочевым пузырем. Как она рассказала, что японцы не только делают физические упражнения, но еще пьют настойки из трав. Такие травы, как горец птичий и одуванчик. Я не знаю, что это за трава горец птичий, но, наверное, она продается все-таки в аптеке. А вот одуванчика у нас очень-очень много. Она пишет, что эти травы помогают улучшить работу мочевого пузыря. Они имеют легкий мочегонный эффект и очень хорошо снижают воспаление мочевого пузыря. Что ей посоветовали в Японии? Значит, изменить свой образ жизни – это обязательно. Обязательно физические нагрузки ежедневные, работать с областью таза, пересмотреть свое питание. И она еще там ходила на массажи. Они очень хорошо, она сказала, улучшают кровообращение. Поэтому массажи тоже рекомендуется делать. А я еще, друзья, от себя хочу добавить, что нужно внимание уделять не только физическому, но и психологическому состоянию. И, конечно же, это стресс. Нужно как-то от него уходить. И если мы будем заниматься постоянно будет у нас все время физическая активность, то, конечно же, и стресса в нашей жизни будет намного меньше. Так что повторюсь, что недержание мочи – это совсем не норма, и с этой проблемой нужно и важно бороться. Я перемещаюсь плавно на стул, и что сейчас я должна делать? Садимся, облокачиваемся о спиночку стула и расслабляемся. Да? И сейчас мы должны работать с мышцами тазового дна. Мы их будем сжимать, держим так несколько секунд, вот сколько вы можете. Да? Можете продержать там 10-15 секунд, 20 секунд, значит держите. Потом начинаете их расслаблять. Сжимаем, расслабляем. И так их нужно тренировать несколько раз в день. Я хочу сказать, вот на собственном опыте, что это очень хорошая тренировка, и она вам обязательно поможет. Я не могу на данный момент вам сейчас сказать по поводу трав, о которых она говорила, горец птичий, одуванчик, но вот это мой опыт, когда я постоянно сжимала и расслабляла мышцы тазового дна. И лично мне это очень хорошо помогло, поэтому пробуйте. Несколько раз в день, что бы вы ни делали, сели вы, вот как я, мне нужно снять видео, показать, да, поэтому я села, даже стоя, вы там шинкуете капусту, варите борщи, там супы, делаете что-то, напрягли, расслабили,
Только когда напрягаете, обязательно подержите несколько, расслабили. Также я уже когда-то в своем видео говорила, когда вы захотели по-маленькому в туалет, вы пришли, уселись на свой трон беленький, да, но у кого-то может быть не белый, вот. Первую порцию мочи мы раз так чуть-чуть спустили и потом задержали ее и держим. Держим несколько секунд. Опять вторую порцию чуть спустили, опять держим. Вот сколько вы можете. Девочки, поверьте, это очень хорошо помогает. Только, естественно, для этого нужно время. И вот вам не понадобятся никакие операции. Конечно, если там течет уже как краник открытый, да, испорченный, течет и течет, то я не знаю, возможно, здесь уже и действительно нужно хирургическое вмешательство, чтобы от этого избавиться. Потому что ну, не хочется ходить не то что с прокладками, а как их вот этих вот называют, памперсы, да, вот. А вот у кого только начинается, у кого там чуть-чуть есть подтекание уже, да, вот этот метод, он обязательно вам поможет. Только единственное, что прошу, пробуйте, делайте, и все будет у вас отлично. По поводу настойки из трав или чая из трав, ну там, кто как это называет, да, вот как она мне написала рецепт, там нужна 1 чайная ложка вот этого горец птичий, может быть, я неправильно как-то сейчас назвала, по-моему, горец птичий. 1 чайная ложечка этой травы заливается на 250 мл кипятка. Настаивается это хорошо, вот, и потом этот стаканчик чая этого выпивается в течение дня. Но я считаю, друзья, что травы это такие аллергенный такой продукт, поэтому, конечно же, если у вас есть на какую-то травку аллергия, то лучше, понятное дело, проконсультироваться с доктором, да, можно вам пить эту травку или нельзя. Также, друзья, по поводу соли, ну, конечно, ее нужно ограничивать нам, вот, она обязательно должна быть в нашем рационе, но не так много, потому что соль задерживает жидкость в организме, и это все перегружает мочевой пузырь. По поводу стресса, как я уже говорила, да, вот дыхание очень хорошо помогает, если у вас случился стресс, если какое-то напряжение, вот какая-то тревога. Выберите себе укромное местечко, тихенькое, чтобы вы были одни, да, уселись, закрыли глазки, расслабились и дышим. Очень медленно вдыхаем через нос и также медленно через трубочку, делаем губы трубочкой, выдыхаем через рот. Расслабляйтесь, думайте там о чем-то и вот дышим. Вот дыхание, когда вы научитесь правильно, хорошо дышать, да, дыхание очень хорошо способствует расслаблению и очень хорошо снимает стресс. Кто-то из подписчиков мне написал, что очень хорошо помогает корень лопуха. Поэтому это, конечно же, друзья, если нет аллергии на эти травы, то, конечно же, можно пробовать. Вот. Но лично мне очень хорошо помогли вот эти упражнения, о которых я вам рассказала. Сжимаем и расслабляем мышцы тазового дна. А трава это уже на ваше усмотрение. Если вы хотите избавиться от этого, если вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, то давайте будем заниматься. На этом у меня все. Всем пока. Берегите себя и берегите свое здоровье.